ты, он, она, Хоку. И сегодня мне немного жутко, дамы и господа. И вот признайтесь честно, по любой ведь, а? Вы выбрали эту группу, чтобы снова меня пробрало до дрожи, и я испытал вот эти вот странные эмоции. Но я надеюсь, что девушки не такие жуткие, как мне могло показаться, и я все это себе надумал. Сегодня у нас группа NMIX. Девушки на меня произвели довольно-таки противоречивые чувства. Я бы сказал, они приятные, может быть, немножечко. И вот знаете, не зря я думаю, это NMIX. Они сидят в своих лабораториях, там, взвешивают вот эти чувства, звук, все это мешает в пропорциях, чтобы вызывать именно вот такие эмоции. Что ж, у них получилось. И того же самого я жду от остальных их работ. Фух, как бы мне не было страшно отправляться в данный путь, но мы приступаем. И первый клип от NMIX это «Оу-оу». Типа, смотри шире, Хоку. Мне сказали, что это дебютная работа девушек. Интересно, с чего они начали свой путь и... Была ли всегда такой эмоциональной данная группа? На экспериментальной. Окей, якоря. Корабль. Типа, знаете, наверное, бросить якоря, оторвать вообще их к черту, и мы пришли в индустрию. Пока что-то веселое, да? Так, сразу с ходов. Тот редкий случай, когда немножко что-то не то. Я пока не понял. Но чувства они во мне вызывают. Я хочу еще раз переслушать. Какая команда? Тебе сразу задает настроение, что-то будет интересно. Но мне очень не нравится сведение здесь. Типа, вот синты, давайте послушаем. Но вот эти звучки корабельные очень классно звучат. И ты прям ждешь, что сейчас будет что-то такое прям. Очень массивный, не стерео, даже синт, на фоне которого женский голос довольно-таки сухой звучит. Как будто бы прям со сведением, блин, не очень. Но может это здесь такая штука, чтобы потом, знаете, раскрыть трек, и он звучал более интересно. Еще раз. Даже на концах фраз типа вот если в ревер, возможно, уходило. Но опять, тут вопрос к женскому вокалу, насколько хорошо его можно будет свести с данным синтом. Потому что голоса высокие, синт где-то здесь находится, и под ним как будто ничего нет, но он все равно в моно, хотя если бы, наверное, стерео сделать его и закинуть ревер. Я не знаю, с чем это связано. Сейчас будем смотреть по ходу пьесы. Целиком ли звук так выстроен. Прикольные, кстати говоря, образы. Блин, если это дебютная работа, у меня вопрос. Вот пока я вижу по данному клипу, что классно снятая работа, то есть деньги были вложены. Торопились, что ли, так с дебютом? Или почему со сведением такая штука? Вот есть классные звучки, как раз стерео, которые по панораме раскиданы. Вот, знаете, немного, да, вот морской тематикой такой отдает. Вот эти вот наряды Китана и Mortal Kombat. Такой, знаете, боевой настрой задает. Но вот это вот все разбивается. Именно... Как будто сухие капы были наложены, необработанный звук. То есть только скомпрессирован, ну, эквалайзер и все, и больше ничего. Звучит довольно-таки пережато, и я говорю, вопрос именно к сведению вокала. Звучки очень сильно теряются.
То есть, что много накидано всего, но оно как будто бы не на своих местах. И от этого нет такого баф-эффекта. Вау. Вот это уже интересно. Какой колорит, да, мы можем быть такими дерзкими, а потом мы такие, милые девочки-цветочки. Вот этот трек идеально бы, знаете, лег к старым фильмам. Вот я не помню, там две сестры-близняшки было, вот что-то такое. Немного меня камбэкнуло в ту эпоху. Довольно-таки приятный вокал. И это что у нас? Следующая сцена, это правда NMIXX. Вот говорящее название у группы. Что хочется сказать по второй части? Во-первых, это гитара, это барабаны были. Но, знаете, не всегда должно быть сведение хорошим. Если говорить о жанровости, вот, допустим, какая-нибудь электроника, да, очень важно, чтобы у тебя бочка и бас читалось. Сейчас на сайдчейне, чтобы одно другому не мешало. В рок... скорее даже в панк-работах не обязательно такая стерильность звука. Наоборот, она убьет весь настрой. И вот во второй части, чтобы ближе было к роковому такому, в принципе, вполне себе хорошее звучание. Музыка не всегда должна быть стерильной. Я уже боюсь, что будет в третьей части. Как будто бы компиляция каких-то треков. И может быть, это дебютная работа, как раз-таки показать разноплановость девушек. И что довольно-таки опять странно, звук. Потому что потенциал есть. Оно, если бы все было на своих местах, прям по-другому бы работа, наверное, смотрелась. Отдельно части я бы, наверное, не буду забегать вперед. Вот насколько я люблю снэр, а я считаю, это один из самых главных инструментов, наверное. Здесь он просто, как будто так дряхло бьют по пластику, то есть он тебя не пробивает. Еще раз. Но в целом, а я говорил, в целом я бы послушал данные работы в отрыве друг от друга, но никак не на одном треке. Потому что я говорю, вроде потенциал слышится, вроде вот изначально с ходов говорят нам о какой-то экспериментальности, что будет нестандартно по вокалу что-то. Но оно все убивается. Вполне репрезентовая работа, в принципе, что можно было как раз-таки показать. Тут звук, как раз хореографию. Хороший клип, то есть очень странно. Но я смотрел с такими как бы глазами и с вот такими вот ушами. Как восприняли первый трек, когда он только вышел? То есть хейтили группу или нет, именно за что были предъявы? Смешанные чувства, знаете. NMIXX у меня сейчас такое в душе происходит. Следующее видео 25.09.22, то есть не так давно как будто бы. Blue Valentine. Опять вот эти звучки, вот. Обманули. Блин, а вот сегодня так стопов опять много. Кому-нибудь снится, что он до сих пор летает, вот так и падает, и такие прыжки от земли. У меня до сих пор такая штука происходит, и, блин... Совсем, знаете, таким космос, вот эти вот сны, все так завязано на всем этом. Вот они отсылают к таким странным вещам немного на самом деле меня.
on such a bad love. We fight, we sigh and stop. 이렇게 타오르다 한순간에 식어가. Rewind, rewind, rewind. 언제 그랬냐는 듯이 또 서로를 찾아. Такая более взвешенная работа, но более стандартная для кей-попа, из того, что я слышал. Но здесь очень интересно синт сделано. То есть не гитара, он не мягкий, он все равно жесткий. То есть какой-то вот такой прикольчик у них и наблюдается все равно, который тебе напоминает. Ты слушаешь не слишком такую нежную группу, хоть и песня такая довольно-таки легкая. И вот эти движения все. А, прикольно. Ну, по тексту, думаю, опять что-то связанное, может быть, про дружбу и потерю. Потому что, что еще я могу ждать от NMIXX? Перешел, да, трек? Электроники этой. Диссонансно немного, обратите внимание, пианинка это, что ли, в правом ухе. I like it, it's all you, it's all you. Like your mama went from on your own cloud. We're the one together, I can feel it now. Can you feel it now? 롤러코스터처럼 우린 정신없이 흔들려도 돌아갈 걸 알아. So it doesn't matter. You might be my antgame, yeah. Take out all the worst pain, you might be. If this love is over, 다시 뛰어들어나. И вот в прошлый раз перед хуком 3 раза, да, у нас Джерка кусочек был, вот тот рок, по-моему, с вот этим бум, пианино, и сейчас мы на более такую бодрую тему перескочили. Я говорю, меня не отпускает чувство противоречивости. Мне кажется, одна из этих милых девушек придет ко мне ночью с такой большой кувалдой и... Не будем о грустном! Знаете, это такая пугающая милота. Я бы это так назвал. Что по прошлому клипу, что сейчас. Вот эти вот ребра, что это у тебя внутри, где-то там. Настолько тонко чувствовать я не хотел сейчас, но... Космос, вот это все. Я опять весь в мурашках. Меня это пугает, реально пугает. Ну, знаете, такое смешанное чувство. Чекнул текст, и да, действительно, тут даже контраст. Вроде у нас такая веселенькая песня, но совсем о грустных вещах. Мастер этого как раз Стромай. Вот Allure Dance, Папа Уте, или как она, Папа Утай называется. Ну, вы поняли, про отца. Вроде ты не знаешь слов, ты такой качайся, качайся, а потом такой, блин, грустно. И мне кажется, это, знаете, некоторый манифест человека, который все-таки не сдался. Человек, который преодолевает внутри себе вот это вот негодование и за счет как раз-таки положительных эмоций, пытаясь их найти, и вот эта вот добрая музыка о грустных вещах
И, дополнительные работы по данной группе будут лежать на Бусти. Если тебе интересно, что там, ссылка в шапке профиля. И следующая композиция Now About Me. Тяготение, знаете, у группы к некоторой холодности. Не зря я сегодня, видимо, свет такой поставил. Потому что на такие эмоции они меня натолкнули своей первой работой, которую я слышал. В принципе, начиная от сведения, заканчивая инструменталами. Вот только Даш, наверное, тёп год назад. Drop my rhythm on your feet. 지켜줘 everything you feel. 본 적 없을 테지 like that. 뭐해도 like that. Вот это немного напоминает работы как раз, наверное, 2000-х годов, ну, той далекой эпохи. Вот тут более направленность, чувствуется такая поп, но вот эти фишечки, они прям не весь трек, они пока чуть-чуть только добавляются. Но опять NMIX, что вы мне там устроите? И в целом у меня, не считая вот тот вокодер, гармонайзер, скорее, который висел на вокале в прошлой работе, вопрос, почему мало чопов, мало работы именно с какими-то эффектами, ну, только тик-тик в треке там жестко так было нарезано. Как будто бы вот для этой группы это было бы уместно. Может быть, хотелось как раз оставить вот эту живость именно голоса и не сильно его компьютеризировать. Может быть так. Даже штанцы вот эти старые. Хотя сейчас модные. Это я старый. Let me show you that, know about me. That's that. Show you that, know about me. Yeah. Let you down, 손을 잡아. Let me put down, step by step. Let me show you that, know about me. That's that. Show you that, know about me. Oh, let you down, 손을 잡아. 내 눈빛 다 beating my heart. So what happened to body 붕 뜨게 만드는 blush. Giving my heart an affection, 난 너를 끄는 pilot. We're gonna fight this time. Вы можете видеть по этому довольному лицу, что да, это мне нравится. И такую музыку я бы хотел, наверное, в начале дня слышать, когда я иду на работу или что-то такое, знаете, она расслабляет именно вот этот АСМР женский голос. Довольно-таки, кстати, тут заметил такую штуку, что не сильно они лезут в высокие ноты, как многие вокалистки, а здесь как раз-таки вот все на вот этих придыханиях, все сделано. Это грязные АСМР ходы, мы уже это обсуждали. Здесь все отсылает к тому времени. Вот это 4:3, да, формат видео. Вот эти прически. Вот эти джемперки с рубашкой, штаны. Хотя сейчас такое модно, нет? Подскажите, пожалуйста. И вообще, как сейчас к группе относятся? Вообще, ну, был ли какой-то хейт за такую, как бы, разноплановость? Мне интересно, вот у них есть фестивальные работы, которые именно прям на прокачку? Как у них лайвы проходят? То есть, там переранжировка, либо они с оригиналом выступают? Потому что настроение в зале, ну, такое, как будто бы спокойное море, может быть, местами. Меня бьют на опережение. Только говорил о начопленности, да, какой-то. Ну, господи, что это происходит? У меня просто дар предвидения, оказывается, нет. Я аж в смысле сбился настолько, это крутой кусок был. Вот тебя! Фестиваль, братан! Show you that, know about me. Let's show you that, know about me. You all the time, 주지 마. I have no doubt, 이제 나라. Let me show you that, know about me. Let's show
что я хотел сказать, вспомнил. Как раз-таки по речитативу. Здесь нет довольно-таки какого-то странного речитатива, какого-то ломаного. Вообще, в принципе, упора на него нет. Он довольно-таки простой, топорненький. Потому что здесь и вокала, в принципе, таких сильных нет, но все работает на атмосферу. Это я заберу в плейлист. Ой, у нас был трек Dash, теперь у нас трек Dice. Отправляемся, хоть мы не Кулеву, но в этот Paradise. Но многообещающе. Ladies and gentlemen, and mix! 번쩍 뜬 눈이 깜빡 머린 핑핑핑 돌아 상상도 못한 드라마 저 씬을 찍어볼 타임 이제부터 시작된 챌린지 아마 쉽지는 않겠지 긴장해 팽팽하게 baby Vamos amigo 무한히 펼쳐진 your level А вот опять со сведением проблем. Ну, как бы это не проблема со сведением. Я понял, наверное, в чем суть. Так как у них невысокие как раз-таки ноты какие-то вверх туда лезут, а они все-таки на придыхании. Вообще, по частотной характеристике, если разложить, вот, допустим, тот же женский голос. Вот тут у нас высокие частоты, тут, допустим, буква S обычно стоит. А здесь у нас находится... Здесь 2000 Гц, это где девушки говорят, вот частенько вырезаешь эту штуку. И потом серединка, и потом низы. И вот если у парней низы как бы ниже находятся, ну из-за того, что голос как бы ниже, то у девушек он всегда выше, ближе к середине. И в середине в основном всегда находятся инструменты многие, синтезаторы, может основная как раз плотность звука находится здесь. И так как они не высоко поют, а держат как раз-таки эту серединку, у тебя только остается, наверное, играться с панорамированием и громкостью, потому что придумать что-то будет довольно-таки сложно. Может быть, ну, немножко чейнить, но тогда не будет такой плотности у всех вот этих вот синтезаторов, которые так любят дамы. Наверное, такой момент все-таки. Прикольно. Ух! Хоть я небольшой специалист в хореографии, но мне здесь нравится. Главное для меня что? Не сложность там каких-то движений. Они могут быть простыми, но энергичные. По мне, как танец. Да, какой-нибудь нижний брейк прикольная штука, но он не везде нужен. По синхронизации тоже как бы вопросов нет. Плавность. Есть на что посмотреть. Я после просмотра хочу подключить на студийных мониторах послушать все-таки, не в наушниках. Микс, может, я где-то все-таки ошибаюсь. Ну вот, очень показательный кусок. Вот синты там где-то. На третьем плане, на втором у нас как раз бас-гитара и ее транзиенты, вот эти. И оно все в куче, вот что меня напрягает в этом звуке.
Настолько, вот я говорю, это такая штука, как с группой Кортис была. Кортис! Я выучил, наконец, что... Ну, просто я Кортис иногда говорю, это типа, о, бывает такая штука. Не дает мне сконцентрироваться именно на песне. Тебя начинает вот что-то раздражать, и ты такой, блин, я даже клип почти пропустил, но это в формате именно вот их экспериментальных перформансов прикольная работа в плане того, что типа цирковое шоу, представление, вот знаете, по номерам это все раскладывается классно. Но звук, блин. Честно, мне не то, что не нравится, а я разочарован. Я разочарован тем, что мне не удалось полностью прочувствовать. На самом деле быть звукарем NMIX довольно-таки сложно, потому что у тебя много жанров, у тебя много басов, у тебя много синтезаторов. То есть есть у тебя живой бас, есть у тебя синтезированный бас. И тебе надо их скрестить, чтобы это сильно как бы не ломало композицию, и они примерно звучали на одном уровне. То есть много переменных, которыми нужно оперировать, и это сложно. В общем, имхо по данной группе. Очень холодный звук, очень экспериментальный. Мне зашло, наверное, где-то 50 на 50. Там, где более выверено со звуком что-то было сделано, и не такие жесткие переходы, возможно, как-то соединены через какие-то инструменты между частями, мне понравились работы, и вы сами видели, как меня держало. Где со звуком я не могу сосредоточиться, я понимаю приколюхи, которые были там сделаны, вот это разнообразие, но я не могу его оценить в полной мере. Не то, что мне не понравилось, а мне не понравилось то, что я не прочувствовал. Хотя хотелось бы интересные штуки, но мне не зашло. Может, есть еще какие-то работы. Может, у срачки экспериментальной от девушек по-любому что-то интересное может быть. Может быть, менее такое, знаете, более что-то похоже на попсовое, но с вот этими вот вклиненными штуками. Приятный СМР. Приятный СМР можно такой перед сном только с обогревателем послушать. Если я чувствовал от других треков какой-то огонь, порыв, здесь как раз холодность. И может мне просто страшно, и я боюсь, что мне понравится, и я заледенею. Я не знаю. Ну а с вами, как всегда, был Хоку. Я не устану это говорить, я не устану повторять. Всем огромнейшее спасибо за то, что знакомите меня с новой музыкой для меня, за то, что поддерживаете. Поэтому, дорогие друзья, как никогда, мне хочется вас очень-очень-очень крепко обнять и согреться немного, потому что, ну правда, мне стало самому аж холодно. И всех люблю и всем желаю мира. И я надеюсь, в этот момент у вас есть кто-то рядом, чтобы согреться немного. Обнимашки, знаете, вот это все. Желаю вам любви.